Как вам фильм? Неинтересный. Так себе. А почему? Если коротко, скучный. Если в двух словах – ерунда. Вы чувствуете разницу? Конечно. Само собой. Всем привет! С вами Олеся, канал Ruruland. В этом видео 8 русских идиом, которые носители языка говорят каждый день. Но самое главное, что вы тоже сможете использовать их после этой тренировки. Смотрите до конца, вас ждет только практика, только по-русски. Поехали! Идиома номер 1. Вылетела из головы. Сначала послушайте и попробуйте догадаться, что это значит. Ой, у меня совсем вылетело из головы, у меня же сейчас урок. Что это значит? 1. Я ошибся. 2. У меня есть идея. 3. Я забыл. Правильный ответ 3. Я забыл. Повторяйте за мной. Вылетело из головы. У меня вылетело из головы. Усиливаем. У меня совсем вылетело из головы. И еще усиливаем. Добавляем такой жест, такой легкий хлопок по лбу. Мы обычно используем его, когда говорим эту идиому. У меня совсем вылетело из головы. Говорите и делайте жест. Хорошо. Теперь реальные ситуации. Отвечайте с этой идиомой. Почему ты не позвонил вчера? Прости, у меня совсем вылетело из головы. Ты дома? Я думала, ты у врача. Ой, у меня совсем вылетело из головы. Все, теперь это идиома ваша. А мы идем дальше. Идиома номер 2. Ничего себе. Так мы выражаем удивление. Вау! Важно! Интонация меняет смысл. Слушайте. Друг купил новую машину. Вы ничего себе? Повторите. Ничего себе. Интонация идет вверх. Восторг. В этом кафе чашка кофе стоит 30 евро. Ничего себе. Повторите. Ничего себе. Интонация идет вниз. Шок. Я скажу факт, а вы реагируете с правильной интонацией. Ситуация 1. Ваша подруга выиграла 1 000 000 в лотерею. Ничего себе. Ситуация 2. У вашего коллеги сломалась новая машина. Вы? Ничего себе. Ситуация 3. Я выучила 100 новых русских слов за 1 неделю. Ничего себе. Ситуация 4. Этот курс стоит $2000. Вы? Ничего себе. Отлично работаете. Мы продолжаем. Идиома 3. В 2 словах. Расскажи в 2 словах, как прошел отпуск. В 2 словах было супер. В 2 словах означает кратко, коротко. Повторите. В 2 словах. Я задаю вопросы, вы отвечаете в 2 словах. Как твоя новая работа? В 2 словах хорошо, отлично, прекрасно. Что хотите? Как фильм? В 2 словах не понравился, не очень, неинтересный. Как твой русский язык? В 2 словах хорошо, улучшается, отлично, отлично. Мы идем дальше. Идиома 4. Под рукой. Телефон всегда у меня под рукой. Что это значит? Рядом,
включен, заряжен. Правильный вариант 1. Рядом, близко, возле меня. Повторяйте за мной. Документы у меня под рукой. Всегда держите блокнот под рукой. У меня нет ручки под рукой. Теперь практика. Скажите фразу с идиомой под рукой. 1. Мой ежедневник всегда со мной. Мой ежедневник всегда у меня под рукой. 2. У меня нет рядом словаря. У меня нет под рукой словаря. 3. В аэропорту всегда держите билеты рядом. В аэропорту всегда держите билеты под рукой. Отлично, половина пути пройдена. Идиома 5. Так себе. Это значит не очень хорошо. Послушайте, как тебе фильм? Так себе. Как настроение? Так себе. Вы видите этот жест? Мы часто его используем с этой идиомой. Так себе. Повторите. Так себе. Теперь я спрашиваю, вы отвечаете так себе. Как погода? Так себе. Как вам кофе? Так себе. Как прошли выходные? Так себе. Мне очень жаль. Но мы идем дальше. Идиома 6. Само собой разумеется. Это значит, конечно, очевидно. Повторяйте. Само собой разумеется. Это длинная фраза. Часто мы говорим короче. Само собой. Отвечайте быстро. Используйте длинную или короткую фразу. Вы говорите по-русски? Говорите вслух. Вы хотите говорить лучше? Вы отвечаете вслух? Вы будете практиковаться со мной? Вы поставили лайк этому видео. Я верю, что вы сказали «само собой». А мы, само собой, продолжаем. Идиома 7. На самом деле. Значит, в действительности, фактически. Эту фразу русские используют постоянно. Я думала, это сложно, но на самом деле легко. На самом деле я не знаю, во сколько самолет. На самом деле я никогда не был в Москве, но хочу туда поехать. На самом деле многие люди используют эту фразу очень часто. Иногда она звучит в их речи как слово-паразит. Я скажу фразу, а вы реагируйте. Русский очень трудный язык. На самом деле русский очень логичный. Идиомы невозможно запомнить. На самом деле просто нужна практика. По-твоему, в Санкт-Петербурге плохой климат? На самом деле я никогда не был в Санкт-Петербурге. И в конце концов, последняя идиома. Она означает «наконец-то», «в итоге». И в конце концов я решил попробовать. В конце концов все получилось. Послушайте историю и закончите ее фразой «в конце концов». Я долго изучал русский язык, учил грамматику, читал книги, смотрел фильмы и в конце концов я начал говорить, я начал понимать фильмы. И еще одна маленькая история. Сегодня я смотрел видео про русские идиомы. Я учил 8 идиом и в конце концов я их запомнил.
Я понял, где их можно использовать. А теперь тест. Все 8 идиом в реальной жизни. Ситуация 1. Вы забыли купить молоко. Что скажете? У меня вылетело из головы. Ситуация 2. Ваш друг показывает новый телефон. Ваша реакция? Ничего себе! Ситуация 3. Начальник просит краткий отчет. Вы начинаете. В 2 словах. Хорошо. Ситуация 4. Вам нужна ручка, но ее нет рядом. Вы говорите. У меня нет ручки под рукой. Ситуация 5. Вас спрашивают про книгу. Она не очень интересна. Что скажете? Так себе. Ситуация 6. Друг вас просит. Ты поможешь? Вы уверены. Само собой. Ситуация 7. Ваша подруга думает, что вы не любите кофе, но вы просто не пьете кофе вечером. Что скажете? На самом деле я люблю кофе, просто не пью его вечером. Ситуация 8. Вы подводите итог долгой истории. Вы скажете. В конце концов, мы на самом деле используем все эти фразы каждый день. Сколько из них вы уже знали до этой тренировки? 1, 2, 3, все 8? Напишите мне число в комментарии. Само собой, мне будет очень интересно это прочитать. Подписывайтесь на канал, здесь только практика, только по-русски. До свидания!